наблюдаю на фоне моих любимых региональные электрички итальянские. Где свет хороший? Вот так свет хороший. Осталось разобраться, сработает ли мой проездной. Должен сработать. Иначе зачем я бежала сейчас, сломя голову. Пока все идет по плану. Нет, не все по плану. Обожаю электрички, я говорила. Я зашла в электричку, которую ждала. Поняла по внешнему виду, что что-то тут нечисто, потому что там слишком классные кресла, зарядки, Wi-Fi, вообще все что угодно. Я думаю, это не может быть так, что по проездному я на таком поеду. Быстро сообразила, буквально 2 минуты. Но здесь уже я точно доеду, потому что здесь проверенный поезд. Ура, я села. Чуть гулять не успела, уже вся потрепанная. Ура, я приехала. Вообще, правда, здесь очень много деревьев, парков, так зелено. Вот, мне кажется, количество деревьев вдоль этой дороги создают очень уютно. Делают в любом случае. Такой пока симпатично. А вот это уже что-то знакомое. Такие же ворота есть в Риме. Здесь на самом деле есть еще одна вещь, которая очень схожа с Римом. Сейчас я ее, конечно же, вам покажу. Бэйби Колизей. На самом деле это такой же амфитеатр римский, как и в Риме, просто он двухуровневый. Да, двухуровневый. Пока я греюсь на солнце, здесь стою. Я хочу пожаловаться, что сегодня я более уставшая, потому что я плохо спала. Из-за того, что ночью, через полчаса где-то, как я уснула, я проснулась из-за того, что мне казалось, что прям под дверью стоят, разговаривают, под нашей дверью. Но это оказалось, что это соседний номер, соседи. Соседний номер, просто очень высокая слышимость. Они разговаривали, открывали двери душевой кабины. То есть я это все настолько хорошо слышала. У нас есть дверь в номере, ведущая в соседний номер, но она закрыта, слава богу, да. Но сам факт того, что дверь, то есть слышимость, даже снизу видно, как свет соседнего номера включен. Почему-то так чутко сплю, то есть я проснусь и все, и как бы пу-пу-пу, что же теперь поделать? Вот такое состояние у меня становится. Я люблю Верону, потому что здесь есть Человек-паук. Значит, в этом городе я в безопасности. Не, ребят, не зовите меня на вечеринку, если она не похожа на это. Не, ну мне нравится такое. Есть мои любимые улицы. Вот эти узенькие, красивые, яркие улицы. Так что город мне нравится. Все просто, как обычно. Мне многого не надо. Как легко быть мной два. Покажите мне вот такую улицу в городе, и я скажу: вау, мне так нравится, так красиво. Немного самоиронии не помешает, но в целом так оно и есть. Мне нравится вот этот балкон. Хотя я боюсь на такие балконы выходить, которые так свисают, но он красиво выглядит. Как они там вырастили такие леса наверху? Вот первая. Ромео и Джульетта. Правда, они выглядят вот так. Ну, допустим. Но мне больше нравится вот этот уголок. Уютненький. Пиццу. Красиво. А еще нравятся вот такие окна. Вот я где-то говорила, что итальянские площади плюс-минус одинаковые. Но кажется, это немного отличается. Ну или я просто хочу так думать. На самом деле тут прям много радующих глаз видов. Радующих мой глаз. Звездочка. Пока я ищу, где бы выпить кофе. Пошастала по узким улочкам и возвращаюсь на эту площадь. Теперь пойду
оттуда. Вместо того, чтобы сидеть пить кофе, я случайно попала в очередь. Очередь ведет во двор к дому Джульетты. Все известно, да, что в этом городе происходило. Эта история. Ну и вот, как бы я пока здесь. Кофе подождет. Вон балкон, правда, там не Джульетта, какие-то ребята. Но Джульетта стоит вот здесь. Она занята. И это странно, я считаю. Итак, вон балкон, вон там Джульетта. Прежде чем сюда ехать, я знала, что есть такая традиция фотографироваться с ней, держа ее за правую грудь. На удачу или что, я понятия не имею. Мне кажется, это странно. Если вдуматься на секунду, это действительно странно. Что за... Ну, как бы... На секунду, сколько ей было? 13? 12? 14? Ну, не так важно, да, правда? Вообще, я решила поехать в Верону сегодня, воскресенье, потому что была уверена, что в Венеции в выходной день будет очень много людей. Но сейчас могу сказать, что относительно города, Верона небольшой город, количество людей здесь вообще не меньше. Ну вот просто. Привет. Так вот, очень много все равно. Пу-пу-пу. В общем, вот такой маленький дворик, вот такой балкон. Скорее всего, туда можно зайти как в музей. Здесь можно сфоткаться с ней. Вот здесь есть, не знаю, какой-то... Ладно, это не связанные вещи. В общем, я, пожалуй, пойду отсюда, потому что не понимаю, что здесь дольше делать. Прежде чем уйти, вот это покажу. Здесь эта стена, где все пишут свои сердечки, имена, ну, типа, любовь, морковь, все такое. Вот, все очень изрисовано. В этом что-то есть. Теперь я точно пойду. Вот в такую очередь, правда, она была поменьше. Я шла и случайно попала. Я простояла буквально пару минут, но вот вы смотрите. Просто чтобы во двор зайти. То есть это даже не в музей вход. Я удивлена количеству людей. Данте. А вообще вот тут еще одна площадь. И приезжая в центр, ты можешь, мне кажется, кругом ходить и обойти все эти улочки, места. Вот, в целом я и так постараюсь отметить все, куда я прихожу. Но сразу говорю, я не хожу в музей, то есть я не захожу в них, потому что мне не очень пока это интересно. Вот, так что это важно учесть. Сэндвич. Мне предложили его переделать, потому что он некрасивый, из-за того, что вы случайно поломали. Это так мило. Чтобы найти кофейню и сесть попить кофе, мне пришлось отойти от центра довольно-таки далеко. Ну, в рамках города, да. И вот пришла в такое уютное место. В общем, уютное место пришла. Вот. Здесь вот такой ворота, мост и река. Я забыла ее название. Гуглила. Река Адидже. Адидже? В общем, как-то так. Есть вариант подняться вон туда. Там есть смотровая площадка. Как бы все фотографируются. Я не знаю, насколько мне хочется вообще фотографироваться. В целом, как видите, решила подняться все-таки. Еще в процессе. Знаете, как я говорила, у меня включается режим горной козы. Вот минут 5 назад я снимала видео вон там, где я забыла название реки. И как бы сейчас я уже поднялась. У меня болит горло, потому что я дышу очень жадно сейчас. Как бы вот. Вот такой вот у меня режим горной козы. Вот я красный помидор. Вон. Верона. Зачем бежать так было? Вот по пути назад я уже утомилась, потому что тут как будто стало очень сильно больше людей. Хотя их и так было много. Ну, то есть я утомилась идти в толпе. Вообще кажется, что все... Вид, конечно.
все итальянские города очень оживленные и туристичные, потому что очень много популярных городов в этой стране, ну, которые все прям знают и хотят посетить. Как бы это понятно. Но с другой стороны, вот так я тоже подумала, в целом все города, где я была в Италии, мне не нравятся. За исключением, наверное, одного. Мне не очень понравился один город Турин. Турин мне очень напомнил Санкт-Петербург, но такой неблагополучный немного. Не знаю, даже площадь. Вот там площадь действительно точно такая же, как Дворцовая площадь. В общем, мой вывод такой, что Италия сама по себе очень туристичная. И опять же, это вполне обоснованно. Я понимаю, я сама сюда приезжаю. Вот сейчас, вчера в шоке была. Я 5-й раз сейчас в Италии нахожусь. Кто бы мог подумать, когда я год назад плакалась из-за того, что не могу никуда поехать. И когда, наверное, едешь в Италию, нужно ожидать, что не будет просторно, свободно, раздолье, да, что не будет очередей, надо быть готовым стоять в очередях, надо быть готовым, не знаю, протискиваться через людей, быть очень начеку, чтобы у тебя никто ничего никогда не украл. И самое главное, к чему надо быть готовым сюда приезжая, если ты вдруг сидишь на какой-то диете, то диета идет куда подальше, потому что здесь ты приезжаешь кушать. Без вариантов, вообще без вариантов. Вот просто. Забудьте. Хлеб наше все. Сейчас дождусь электричку и уеду назад. Что произошло еще? Кто бы мог подумать? Я сейчас зашла в продуктовый магазин, и там есть касса самообслуживания, где никого вообще не было. То есть я купила 2 батончика и сразу же выбросила чек в мусорку. Ну, потому что зачем он мне нужен? И сразу же на входе появляется охранник, который минуту назад ходил по магазину, который просит мне показать чек. Я такая, что? В смысле? Вы же только что меня видели внутри? Ну, то есть, я не знаю, я сразу восприняла, я что, похожа на человека, который пришел сюда, чтобы что-то украсть? Я пошла из принципа искать в мусорке свой чек. Там была мусорка только с чеками, ладно, там не все подряд лежало, но все равно. И вы знаете, как назло, я только что его выбросила сверху где-то. И я не могу найти именно свой. Мне пришлось 5 чеков вот так вот развернуть, они все скомканные были, чтобы найти мой, показать. Он посмотрел мою сумку, ну, мой шопер, там была только бутылка воды, я говорю, это моя вода. Я обычно в таких ситуациях, уже жизнью наученная, сразу у меня такая боевая готовность. Пока ветер делает мою прическу самой модной, я всех благодарю за просмотр.